Всем доброй ночи, точнее доброго утра, перепутала. Вы знаете, друзья, я много рассказывала о зеркалах, и у меня есть ролик о зеркалах, можете открыть, посмотреть, кому интересно. В данный момент я буду учить вас активизировать зеркало. Лучше черное зеркало, если нет, можно обычное зеркало. Желательно, если это зеркало либо в деревянной, либо в металлической раме. Пластмассовые вообще не допускается. Нежелательно, а обязательно. Да, правильнее так будет. Черные зеркала. Как вообще изготавливаются зеркала для магии? Да? В основном зеркало, изготовленное для магии, должно быть активизировано именно человеком, который практикует. На личной силе. Личной силе. Все уже клинит с утра. На личной силе ведьмы работает любой ритуал, и любая работа вообще акцентируется именно на личную силу ведьмы. Есть мастера, которые изготавливают специальным способом. Там есть напыление алмазное, напыление серебряное и так далее для черных зеркал. Черные зеркала обладают огромной силой. Есть зеркала обсидиановые, черные. Я как-то показывала, да, у меня есть несколько таких зеркал. Есть зеркала, изготовленные специально, затемненные, покрашенные особыми красками. Но все это работает на вашей личной силе. Есть у вас личная сила, сработает, нету, хоть 100 раз там специально изготовленное зеркало в любом случае ничего не покажет. Хочу помочь вам активизировать зеркало, вообще зеркала, специально для ясновидения. Зеркало, которое будет усиливать и помогать вам в ясновидении. То есть вы можете поставить напротив себя зеркало, смотреть на фотографию человека и задавать мысленно вопрос в зеркало. В зеркале вы можете увидеть определенные сцены. Можете ничего не увидеть, кроме своего лица, которое видоизменяется. Можете увидеть какие-то волны на глади зеркальном, да? Это не имеет значения, но оттуда будет поступать информация вам. Будет постоянно поступать вам информация, потому что это зеркало будет активизировано для ясновидения. Это нужно будет делать раз в полгода хотя бы. По новой активизировать зеркало. Любое то зеркало, с которым вы часто будете работать, вы можете активизировать. Я думаю, что все слышали о Вальпургии, святой Вальпургии, да? И Вальпургиевая ночь есть, который считается днем злых сил, активизируются злые силы и ищут жертву себе. Не зря коммунисты, например, 1 мая сделали днем труда и назначили в этот день праздник, потому что в этот день скопление народа дает этим силам огромную энергию. Жертву берут они с народа. Многие люди, которые поднимались к власти, да, верили в потусторонние силы. Многие состояли в каких-то оккультных кружках, там, оккультных каких-то школах. Многие знали законы магии. В том числе, например, Сталин учился вообще-то в духовной семинарии, но это где-то ближе, да, к этому всему, к знанию духовного мира и прочее, прочее. Просто хочу сказать, что это все не случайно. Так вот, святая Вальпургия, которую назвали святой, есть несколько версий. Якобы она отреклась от древней религии, приняла христианство. Некоторые говорят, что она была жрицей древних богов. Вообще она изображается с волком или собакой, с черным зеркалом, с филином. Говорят, что она ясновидела. Ну, что есть волк или собака? Проводник в потусторонний мир. Что такое черное зеркало, через которое она ясновидела? Магический атрибут. Вот и все, весь сказ. Как бы там ее ни называли, она была
жрица и ведьма. Поэтому мы сейчас изготовим с вами, да, активизируем зеркало, как зеркало Вальпургии. То зеркало, которое помогало Вальпургии ясновидеть. Говорить нужно это 6 раз, после чего вам нужно обмотать в черную материю зеркало и хранить 6 дней. Это время запомните. Раньше открывать нельзя, позже можно, а раньше нельзя никак. Через 6 дней открывайте, опять ставите напротив себя зеркало, зажигайте свечу, от зеркала будет идти к вам определенная сила, вас зашатает просто. И уже через 6 дней, когда вы откроете, читайте 1 раз, и все, и можете смело это зеркало использовать. Это зеркало будет вам очень сильно помогать во всяких делах. Но постарайтесь это зеркало использовать для ясновидения в основном. Потому что если остальные будете работы выполнять с этим зеркалом, немного потеряет силу. Если у вас есть запасные зеркала, то отлично. Еще раз говорю, лучше всего провести на черное зеркало. Если нет черного зеркала, возьмите любое зеркало в раме, в этом деревянной раме и в металлической или алюминиевой, но никак не пластмассовой. Пластмасса здесь вообще не должна присутствовать. Потому что материалы должны быть натуральные. Мне как-то спросили, а можно ли, с каменным ободком? Еще лучше. Поскольку камень тоже является... Можете и сувенирного типа зеркала существуют такие вокруг. Знаете, полистовым, по-моему, да, называется этот материал. Это смесь алюминия, камня, очень крепких материалов. Это тоже те же самые природные материалы, между прочим. Это все соединенные, некоторые с мраморной крошкой соединенные делают. Так что это точно такой же природный материал, более крепкого содержания, искусственно созданный просто. Итак, начнем. Великая жрица Вальпургия владела черным зеркалом. В том зеркале демоны скрыты, великая тайна закрыта. И хоть мир про ту тайну не знает, но ведьмами то не забыто, для ведьм сия тайна отныне открыта. Кто узнает тайну жрицы Вальпургии, кто ведает тайну о зеркале черном, тому все зеркала подвластны, дружны с ним и не опасны. Скажу я слово Савайрум Хатсим, Иставар Фарадж Сим, Авракалам Даймонас Алвас. Гладь зеркальная откройся, тайно раскройся, Вальпургии тайно откройся, покажись, явись, дай мне нужное видение, дай мне видеть прошлое, настоящее и будущее, тайны души и тела, усиль мои слова и дела, дай мне больше ясновидеть, дай сокрытое увидеть, тайну вселенскую открой, ничего от глаз не скрой. Савейрум Хатсим, Иставар Фарадж Сим, Авракалам Даймона Алвас. Кто узнал тайну зеркала Вальпургии, тому все зеркала подвластны. Живой и мертвый молись, Тать откройся, расширься, сокрытые в зеркале явись, на глаза покажись, что от других закрыто, моим глазам отныне открыто. Устала немного. Савейрум Хатсим, Иставар Фарадж Сим, Авракалам Даймонас Алвас. Свершилось. Итак, напоминаю, читаем 6 раз, заворачиваем в черную материю, храним 6 дней, через 6 дней открывайте, читайте 1 раз и после этого пользуйтесь смело. Это зеркало вам будет помогать в ваших делах ясновидения и очень, очень здорово будет помогать. Вы даже можете поставить это зеркало перед собой и делать расклады. И вы увидите, что вы этими раскладами увидите больше, чем раньше видели. Всем удачи!